Ёпарасоте, чё ж такое было-то? Всем привет, вы на канале Мир это просто, меня зовут Алексей Борода, как всегда, с нами сегодня Андрей. Привет. И замечательная вещь 43-го года, карабин М1. Так, значит, Андрей, сейчас расскажу, чего я почитал, чего я помню. Ну, во-первых, мы с вами его все видели в фильме «Спасение рядового Райана». Любой фильм американский про войну, вот оно там есть. Вот. То есть это, скажем так, было очень массовым оружием американской, ну, пехоты, что ли, назовем так вот. То есть, да. Тогда еще у них армия была не наемная, кто там не в курсе, это там после Вьетнамской войны, там матери поднялись, и они стали наемную армию делать. Тогда армия была, как у нас, ну, как регулярная, что ли, как это называется, да, регулярная. И вот это оружие разработала фирма Ремингтон по заказу, ну, Америка Армс там или как, короче. США сказали, жесть, дай, короче, нормальное оружие. И вот Ремингтон в своей манере, красивое дерево, все очень красивое, да. Да, разработал. Орех. Да, орех. Чего здесь интересно? Здесь вот такой вот у нас, держи. Здесь такой магазинчик, естественно, сейчас вы их нигде не достанете. Повторюсь, оружие 43-го года. То есть оно, может, даже поучаствовало, интересно, не поучаствовало, да хер его знает, не факт. Да? Не факт. Где тут на этом год? Год вот здесь написан, вот мы видели, 43-й год. Да, то есть ему, ну, грубо говоря, 80 лет. У нас, кстати, на канале много старых оружий, там, проходите, смотрите. Так что про магазин хочу сказать. Смотрите, какой он маленький. Почему? Потому что сначала армия, значит, США Ремингтону сказала разработать патрон, как он, 30-й, что ли, как это называть? 30-й вроде, карбайн. Да. А потом уже под этот, грубо говоря, патрон сделали вот такой карабин, да, интереснейший. Патрон, по сути, ну дальше мы покажем, посмотрите. По сути, это пистолетный патрон. То есть после этого их стали использовать в пистолетах, в револьверах, в моей любимой там ковбойской стрельбе. То есть это, по сути, промежуточный патрон, но я читал разные, Андрей, варианты. Люди, эксперты, как обычно у нас, не сходятся во мнениях. То есть все-таки это промежуточный патрон, то ли, блядь, регулярный, то ли полупромежуточный. Объясним. Нормальный патрон это у нас 7,62, да, там в случае США это на 51, 308 калибр. В случае нас это на 54. Ну, в принципе, 39-й, да, распространенный патрон 7,62 на 39 тоже стал у нас повседневным. Далее. Пошли маленький патрон. 223 это 5,56 на 45 натовский, 223 калибр. И наши, соответственно, придумали 5,45 на 39. Это вот такие вот, ну, условно мелкокалиберные, назовем их. Это пуколки ссаные, я их называю, но это ладно. Почти мелкашка, блядь. Вот. А этот как бы не туда и не сюда. Ну да. Я что сегодня, Андрей, приготовил? Мы решили попробовать пробивную способность посмотреть. Да, у нас тут, я думаю, 50 метров не больше, вот так, судя визуально. Он, кстати, рассчитан на стрельбу, пишут, до 270, ну, 270-300 метров, скажем так. Мы попробуем на 50 метров сегодня. На охоту с ним не пойдешь. Вот, я про это говорю. То есть все-таки это именно пехота. Ближний бой, да. Практически штык-нож сюда прицепи, и будет наша, ну, условно говоря... Штык-нож не предусмотрен. Я понимаю, это же США, да, это не наши. Гарант М3. Ага. Там предусмотрен. Там был, да, штык-нож? Да. Но он уже автоматическая стрельба. Вот. Этот у нас, кстати, да, изначально стрелял одиночными карабин. То есть тут ничего не переделалось, грубо говоря, в гражданский вариант. Но... Не. Да, но... Ребят, важная отсылка. Мы часто начинаем сравнивать оружие разного калибра. Это неправильно. То есть, если мы делаем сравнение, условно, да, вот пытаемся сравнивать, то давайте тогда делать одного калибра. Но, а если он стреляет одним калибром, с другой стороны, ну какое тут сравнение? Пули вес 1, пороха навеска 1, гильза 1. То есть, чтобы вы понимали, пробивная способность будет плюс-минус 5% абсолютно одинаковой, если мы стреляем с разных оружий, но одинаковым патроном. А вот дальность и четкость стрельбы может быть разной. Например, Мосинка наша, любимая мною там и нашими, скажем так, да как всем миром любимая, что уж тут ладно говорить. Она бывает кавалерийская у нас, у Булата, она там в роликах, посмотрите. А бывает, как у нас у Григория Саныча, она снайперская. 20 сантиметров разница ствола. А результат охеренно разный. Пробивная способность, понятно, одинаковый патрон один, да, 7,62 на 54. Но точность стрельбы на дальней дистанции разная. Потому что вот эти 20 сантиметров совсем у нас сдвигают, как он, опять я слово это забыл,
Сереж, как эти оборот. Короче, первый оборот пули в стволе, скажем так. То есть у Булата, представляешь, мы берем короткий ствол, кавалерийский, стреляем. Если на замедленной съемке это делать, огонь видно. То есть порох сгорает еще снаружи. А у Гриши уже, у Григория Саныча у нас, поскольку ствол длинный, все внутри сгорает. Соответственно, чуть-чуть больше скорость пули, Да. чуть-чуть лучше вращение, ну и, соответственно, Точность. дальность она прорезает. Дальность, точность. Вот и все. А сравнивать, скажем так, на пробив один патрон, ну, блядь, бред Не-не-не-не. вообще. Есть СКС, кстати говоря, да, который стреляет 7,62 на 39 патроном. Есть наш автомат Калашникова классический, еще правильный, назовем так, автомат Калашникова, АКМ. Патрон один, но эффект опять же разный, потому что у калаша ствол короткий, а у СКС ствол удлиненный. Вот и все. Ну да. Сейчас попробуем пробить, что-то мы еще, вот я не знаю, не сказали. Выпущено, кстати, их было. Я, кстати, удивился. 6 думал, миллионов. Да, 6 миллионов. Я думал, больше будет, но все-таки массовое оружие. Не-не-не. 6 миллионов, да, выпущено. Неизвестно, сколько поучаствовало, сколько нет. Они даже в Вьетнаме, я смотрел, еще участвовали. Да. Скажем так, достреливали. В Самаре таких 3. Вот, в Самаре таких 3. В России сколько мы сказать не можем. Мужики, у кого такой же, напишите, пожалуйста, интересно. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, если кто с него что брал, все-таки охотился, стрелял. Вообще, ссылка только. Вот, как ощущение, ну, в целом, то есть, напишите, если есть, сколько у вас, вообще, чего думаете про американское оружие. Я просто, фанат американского оружия, вот потому что оно все выглядит вот так, как наша Мосинка. Ну, красиво. Да, Мосинка определенно тоже красивая. Очень красивое оружие. Да. И здесь механизм, да, интересный у нас, очень простой, давай покажем. То есть здесь поворотно используется у нас. Вот, все абсолютно просто. Вот. То есть прицельные приспособления, кстати, обратите внимание, как на М4 уже, ну понятно, откуда М4 это взяло. Это моя любимая вот такая, я не знаю, как ее назвать, цель. Ну, целик назовем, тоже целик, да. Мушка, в принципе, практически, классическая. А целик вот уже как на арках, мужики, кто там в курсе, кто знает, кто стрелял с арок. Соответственно, как на системе М-Military. Ну, она вот и есть, в принципе, первая, наверное, да? Ну, по идее, да. Первая Military как первая, раз. Да. Вот. И вот из нее, грубо говоря, там, спустя времена, ну, как из нее? Не из нее, ну, Military, в принципе, вот она первая Military как раз. Наши любимые, мною очень М-ки. Затыльник, обратите внимание, железный. А почему? Потому что патрон маленький, отдачи Да, никакой. Мы сегодня попробуем с одной руки стрельнуть. И я думаю, что я здоровый мужик. Легко. Не составит да, никакого труда, как с пистолета. Оно очень легкое, по-моему, 2 с чем-то, прям с небольшим. Ну, может быть. Необходимо сказать про патрон, что он револьверный. Да. Магнум. Патрон, да, именно револьверный. И, кстати, мы находимся в Ловчем, что у нас в городе Тольятти. Прекраснейшее место. С Александром Федоровичем, с хозяином, у нас ролик есть про тарелочки, про стрельбу по тарелочкам, посмотрите. Скоро на канале, не знаю, когда вы будете смотреть, скорее всего, уже будет. Общий ролик про Ловчий, всю красоту, рестораны, отдыхи и все остальное. Погнали стрелять. Да, ребят, вот, в принципе, выглядит как сам патрон. Посмотрите, какой он тупоносый. Ну, вот, в принципе, диаметр, да, его. Магазинчик вот заряжается, кстати, вот, опять же, как, ну, можно сказать, по-пистолетному. Очень легко, прям вот очень легко. Как бы это нам с вами не АКМ, понятное дело. Ребят, решили стрелять, значит, мы не 50 метров пока что, 50 там сюрприз дальше будет. Ну, метров 20 тут, по пятюшке и по 20-ке с водой посмотрим. Мне интересно, что пройдет. Потом, соответственно, по металлу стрельнем. Погнали. Так, предохранитель, кстати, не знаю, помню, показали. Нет, обычный наш механический, классика. Есть контакт. Уши мы не одели, кстати. Вот сейчас заодно и проверим. Но вам не советуем это делать, выполнено профессионалами. Уши лучше всегда одевать. Стреляет. Слушай, ну я оглох. Хочется сказать, не сильно, но оглох. Вот. Во, сейчас дослался. Пробуем.
Ага. У нас двойная подача сейчас будет. Бывает такое. Ничего страшного. Убираем в карман. Еще раз. Есть. А, ну все, она пустая. Ну так, разок бахнем. Все. Обязательно разряжаем каждый раз магазин. Так, что у нас произошло, давайте посмотрим. Попадание аж разорвало ее. Вот оно. А выход у нас вот. Такой, ну, красивенький, аккуратненький, вот он. Она упала, соответственно, от энергии. И все, крышка почему-то отлетела. И, в принципе, все вылилось. То есть прошло насквозь. Смотрим 20-литровку. Поскольку она вылилась, соответственно, прошло насквозь. Входных очень много. Я пока тут пристрелялся, мы ее расстреляли всю. Выходных, в принципе, вот внизу получается 2, наверное, да? И немножко даже порвало. Из чего мы делаем вывод, что пуля, скорее всего, чуть-чуть крутанулась в воде. Вот. Вот, в принципе, так. Сейчас попробуем по металлу пострелять. Ну, как попробуем, блядь, постреляем по металлу. И посмотрим. Металл у нас, ну, дальше скажем, я не помню, какой, померим. Погнали. Так, все, поставили металл. Начинаем стрелять по металлу, по возрастающей. Потом подойдем, посмотрим, какой, я не помню. Полторашка, что-то там, короче. Потом разберемся. Так, ну что, погнали? Пробуем полторашка. Мимо, что ли? Ну, давай попробуем. Зарядилась, нет? Есть! Все цели поражены. Да, нужно было, я забыл этот момент учесть, что стоит на 50 метров и надо просто под мишень целиться. Ну, забыл, бывает. Пойдемте проверим, что, обязательно, повторюсь, разряжаемся. Безопасность превыше всего. Так, ребят, давайте начнем с маленькой. Так, ну, понятно, полторашка прошла как в сметану, что называется. Пистолет все-таки, условно говоря, пистолет, патрон револьверный. Тройка. Так, дырка уже интересненькая, хорошая. Тоже выходная, обратите внимание, какая. Ну, не очень ровная, понятно. Оболочка тут часть осталась, потому что пуля у нас с оболочкой. Так, и на мое поражение, удивление, 5 пробила. Вот это, ребят, фантастика. Да, понятно, это сыромятина, понятно. Но, ребят, это все-таки 5 миллиметров сталь. Вот ее вот отлично все пробило. Опять же, частично вон... А нет, кстати, здесь нет оболочки. То есть здесь все выдавило. Вот, сейчас у нас будет с вами заготовленный такой... Короче, смотрите дальше. Ребят, вот у нас обещанный сюрприз. Баллон из-под фреона. Тут 8 очков сейчас в данный момент. Ну, короче, что, бахнем, проверим, что получится. Что, ребята, стреляем по баллону газовым, 8 атмосфер в нем. Стенка, по-моему, полторашка, мы уже стреляли по нему, по такому. Мимо. Целая. И все, ё-моё. А мы-то думали. Разряжаемся, ребят, не забываем. Контрольный. Так, слушайте, интересно. Так, вот входное. Соответственно, по гладеньким внутрь загнутым краям мы видим. Вот выходное отверстие порванное. Ну, баллон я собрал. Тут, конечно, никакой не миллиметр. Ну, миллиметр, наверное. Ну, в принципе, блин, мы ожидали, что будет хоть какой-то взрыв. Взрыва не произошло, блин, ребят. Очень жаль, в следующий раз, я вам обещаю, мы очков 30 в него бахнем.
Вот тогда, я надеюсь, его раскроет, разорвет. Ну вот, в принципе, пора подводить итоги. Погнали. Короче, мы стреляли, наши пальчики устали. Вот мы решили завершаться сидя. Ну, что хочется сказать. Эффект неожиданный, Андрей, для меня. 5 насквозь, 20 насквозь. Да? Ну, это мощное армейское оружие. Действительно, да, как оказалось. Баллон, к сожалению, у нас не трахнул, как мы думали, а мы тут отбежали метров на 60 Из-за того, все. что очень высокая скорость пули. Да. Будем пробовать, короче, в следующих видео гладкостволом, кстати. По 30-ке, с 30-ку накачать давление гладкостволом. Да. Может, раскроется даже. Да. Вот. Что, оружие легкое, интересное, компактное. Как мы видим, несмотря на небольшой патрон, на пульку, да, там в районе 10 грамм, эффект, ребят, на лицо, то есть легкий броник нахер, каску нахер. С близкого расстояния, ноги, естественно, все это будет насквозь, тело уж тем более, да, мы 20-ку для этого наливали водой, потому что чек там на 80% состоит из воды, вот вам, пожалуйста, 80%. За счет того, что пулька маленькая в баллоне, вон какой эффект был интересный, то есть ее повернуло, то есть она вошла, чуть развернулась и вышла, условно говоря, боком. Соответственно, при входе в тело, скорее всего, произойдет то же самое, то есть останавливающий эффект очень хороший, очень сильный. Как у нашей как раз 5.45 и натовской 5.56. Блин, ну это история. Кто там после этого видео, советуем посмотреть «Спасение рядового Райана» еще раз. Я, кстати, лично серьезно пересмотрю. Там, кстати, много актеров тогда еще неизвестных. Заметил? Не помнишь? Там Вин Дизель еще молодой, Том Хэнкс, но он уже более-менее известный был, да. В конце они как раз спасали рядовой Райан, это этот, забыл я, как его звать, качок-то, блядь. Мэтт Дэймон, что ли? Мэтт Дэймон, да. На Харламова, который. Да, на Харламова, да, Харламов, то ли на него, то ли он на Харламова. Все, ребят, завершаемся, подписывайтесь, лайки, колокольчики. Андрею большое спасибо за такое прекрасное оружие. Обращайтесь с оружием аккуратно. Пока-пока.